Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Второй прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что скоро произойдет? События ближайших дней. И я специально не ставлю определенных сроков по видео. Может быть, где-то в среднем, как Таро на неделю. Но все же наша жизнь, она не бывает распланирована четко в период от и до. Некоторые вопросы нам удается решить быстрее, некоторые, наоборот, в затяжку идут. Ну, а кто-то пишет, у меня вообще ничего не совпадает. И это тоже может быть, почему нет? Будем реалистами. Мы сейчас с вами находимся в периоде коридора затмений. И в целом сентябрь– это месяц ясности. Для себя прояснить, наметить что-то, как и планы на будущее. И, скорее всего, это что-то может быть связано с более далеким периодом, нежели там на завтра, послезавтра или через неделю. Мы тут с чем-то основополагающим можем определяться. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, и оставлю ссылку в описании под видео. Прочитайте, перейдите по ссылке на мой сайт астрологический прогноз на сентябрь. Какие сейчас превалируют, господствуют энергии. А в целом много работы, много движа, может быть, какого-то. Есть и такой момент, как мы прорабатываем собственные уязвимости. И это не просто фраза речи. До какого-то периода жизни, может быть, то, что мы в себе где-то утрамбовали, скрывали, здесь вот как будто требует своего решения. И хотела бы сказать, месяц сентябрь, когда и не прятаться, и не прятать. Я не говорю о том, что мы кого-то испугались или мы сами, ну, где-то прячемся, да, я надеюсь быть правильно понятой. Имеется в виду не прятать тот момент, не умалчивать или не закапывать в себе вглубь, и утрамбовывая буквально все сильнее и крепче какую-то проблему, а вынести на поверхность, разобраться наоборот. Ну и не прятаться, я имею в виду, что мы не уходим от решения какого-то вопроса. Не сидим, не ждем, что ну как-то вот оно решится само. Оно-то решится само. Но тогда мы не можем уже на это влиять. Нам как конечный какой-то продукт за нас решат. Вот этот момент можно принять во внимание. Кот, хорошее настроение, флирт, мои дорогие, любовь, в целом эмпатия, да, у кого-то буквально любовь, бабочки в животе, почему нет? Может быть, кстати, новое знакомство, а может быть, оно недавно состоялось, может быть, это флирт и вот новое знакомство. Цыганка, поэтому, наверное, называется цыганский расклад. Но прописано как лицо. Имеется в виду, которое человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Поэтому тут надо аккуратно. Это, конечно, может быть вообще какие-то контакты с человеком, которые, ну, вы новые, да, или даже по делу какое-то знакомство, или нам нужно решить какую-то тему, да, ну, контактные люди. И я должна сказать, ничто не происходит в период сентября просто так. Мы должны быть внимательны к тем вопросам, с которыми нас сводит или сталкивает жизнь. То же самое касается и людей, контактов, или даже из прошлого какие-то темы. А тут такое может быть. То, что было квинтэссенцией, или то, что происходило в вашей жизни за последние 2 года, а также для кого-то метаморфозы, которые развернулись наиболее активно в течение лета, вплоть до последних чисел августа, или даже начиная с последних чисел мая. Вот переложите на свою жизнь, чем вы занимались, ваши где-то мироощущения, ваши собственные ощущения, что вам тогда не нравилось, что вам мешало, мои дорогие рыбы и рыбки. Вот каким-то образом все события сентября могут быть увязаны именно с тем, что вы уже прежде либо переживали, либо хотели, желали. Так вот, как вариант возможности нам пространство будет давать или разрешить какую-то проблему. Но есть тревога. Видимо, есть варианты, хочется сказать, но вы по какому-то поводу тревожитесь. Может быть, надо сделать важный выбор или принять какое-то решение.
Вот эти скрещенные мечи — это не есть, ну, как какая-то данность или факт материальный. Нет, это внутреннее ощущение. Поэтому держите глаза открытыми. Да, это точно. Вот смотрите, у вас еще что. Цепи — это сердечная тяжесть. Получается, мечи, как бы, да, тревога и сердечная тяжесть. Хочется сказать, это у вас есть какие-то сомнения. Вы тревожитесь по конкретному вопросу или сожаление. О чем-то сожаление. У кого-то и так. Но, тем не менее, у вас выпадает венок, и это обозначает радость. Радость и узел. Прочный союз, прочная связь. Идем дальше. Сердце. Ну, это любовь, конечно. Это признание в любви. Может быть, даже для тех пар, которые находятся в союзе, ну, уже достаточное количество лет. Тогда это как любовь может вспыхнуть с новой силой, или вместе вы будете что-то планировать и как бы узнавать друг друга заново. Правда, такое тоже бывает. Но всячески добрая карта, тем более, значение точнее, тем более с венком. Смотрю, что у нас еще совпало. В нашем пасьянсе мы можем сложить крайние ряды по вертикали и по горизонтали. Вот я смотрю, что мы можем еще соединить. И, откровенно говоря, вот я не вижу, что мы тут можем соединить. Похоже, я все озвучила. Идем вперед. И на колоде Таро, сообразно моменту и периоду, что прояснится для рыб и рыбок. Что прояснится в ближайшие дни, в ближайшее время. Вот смотрите, что-то проиграно. Есть точно сожаление. Это остались только эмоции. Вот какую-то ситуацию вы не можете исправить. Все же я часто говорю словами Клаудио Пенейро, когда я вижу карту «Пятерка кубков». Это вот эти сожаления, но, как сказала Клаудия, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Что-то уже и случилось, и произошло. Но часто вот эти сложные эмоции, либо когда нас не понимают, у кого-то это может быть и предательство, или как-то человек, на кого вы рассчитывали, кому вы доверяли, может быть даже так. Иногда это бывают те люди, которым мы помогали, в которых мы верили, которых мы даже любим. Но со стороны людей идет какое-то глухое равнодушие или какая-то стена. Мы понимаем, что сколько ты ни стучи в эту стену, ну, дверь там не материализуется, это будет стена. Или, может быть, человек должен попасть в какую-то историю, ну, не дай бог, конечно, но тем не менее, это вот, наверное, диалектика жизни, пока человек, очень часто так бывает, пока сам не столкнется с какими-то превратностями судьбы или, ну, с некоторыми метаморфозами, не всегда способен человек понять другого. Возможно, кто-то из вас сделал отчаянные попытки снова и снова быть правильно понятым, но они ни к чему не привели. И в итоге получается вот эта пятерка кубков. А тем не менее нам говорят: оставь. Вот то, что ты не можешь исправить. Или, может быть, есть как сожаление о чем-то из прошлого. Нам ведь о чем говорят? 3 кубка разлитых. И да, есть определенное сожаление, но 2-то еще полных. Но есть и то, что уже случилось, произошло. Мы не можем исправить это, но принять как свершившийся факт и идти дальше. Потому что мы можем подзастрять в собственных эмоциях. Вот, видимо, вы будете прояснять, как я говорила до карт, какую-то прошлую историю или прошлое событие. И здесь у кого чего касается. Чаще, конечно, это все равно взаимодействие с людьми.
Но у кого-то это взаимодействие по части дел, работы, продвижения, может быть, и дружбы, а у кого-то это и личная история по самым разным причинам. Здесь есть именно то, что мы вот каким-то образом переломить или вернуть какое-то давнее прошлое, или пусть не очень давнее, но так, как нам бы этого хотелось. Мы не можем. Вот нужно этот свершившийся факт просто принять как факт и идти дальше, что прояснится. Но вам будет легко оставить то за плечами, что вас какое-то время тяготило. Вот этот период, кстати, в ближайшие дни, ну, действительно, что-то для вас основополагающее прояснится. И это касается вашей личности, вашей жизни, а я бы сказала, качества жизни. Вы как переходите, вот, да, в момент перехода между прошлым и будущим. Но мы можем, нас может еще так, как внутренне штормить. Не случайно вот здесь выпали и цепи, и тревога. Мы же не знаем, мы не можем еще что-то просчитать. Доверяйте себе. Тем более вы мудрые, очень интуитивные люди. У вас все получится, это точно. Самое главное, себе не наколдовать чего-то из прошлого, не застрять в этом прошлом, потому что, ну, тут не все от нас зависит. Может быть, какой-то человек, которого мы считали, ну, совсем своим, оказался кардинально чужим. Такое бывает. И нам ничего не остается, как продолжить путь дальше. И вот эта карта нулевого аркана. Тут нужно уже думать, строить планы на будущее, при этом быть очень осмотрительному. Всегда шут находится на краю обрыва. Поэтому мы не можем действовать как дальше, мы не можем жить как дальше, может быть, да? То есть какая-то концепция должна быть нами пересмотрена, и вы должны что-то для себя прояснить. Быть какой-то период времени осторожным, или, может быть, вам придется вообще другими методами действовать. Это может касаться и работы. Может быть, знаете, пришло новое руководство, новая метла по-новому метет, или вы теперь дополнительный источник дохода, или как дополнительный источник вы начнете что-то изучать. По нулевому аркану вы захотите путешествовать, значит, тоже какие-то возможности к этому. Что я могу сделать на данный момент? Вот, наверное, вот основной вопрос, который вы будете прояснять. Я не могу сказать, что вы тут, ну, прямо все расставите по местам. Все-таки нулевой аркан– это начало. Но это, знаете, любое начало начинается с пустоты. И, может быть, поэтому есть и тревога, и есть сердечная тяжесть. Как будто то, что мы строили до этого момента, оно вот нам больше не принадлежит. И тем не менее, идти вперед придется, мои дорогие. Давайте достанем еще одну карту. Так что же прояснится для вас? В каком ключе? Ну, вот так. Да вы маги и волшебники. А вот не наколдуйте, кстати, когда выпадает карта сила или выпадает аркан мага. Ведь это маг, с одной стороны, великий практик, с другой стороны, это так наша интуиция работает. И интуиция– это не эмоции, это не сознание, это интеллект и прошлый опыт. Вот такой тандем. Но, тем не менее, мысли материальны. И если мы думаем что-то в негативе, то мы к себе как будто сегодня притягиваем то, что нам не нужно и не помогает, на день завтрашний. А если мы, ну, понимаем, что да, это какой-то пережитый опыт, я его оставляю за плечами, вот как этот нулевой аркан. Все, и вперед иду. И теперь это мне уже надо в дне сегодняшнем и завтрашнем быть очень осмотрительным. То тогда для нас ведь нет ничего невозможного. Тогда нам легче шагать вперед. Но ведь правда, сейчас это время вашей силы. И всегда или лев, или в некоторых колодах тигр изображен, да? Карта силы– это что? Лев– прообраз нашего эго. Это когда, знаете, вот есть какая-то невидимая сила, которая нас побуждает. Вот сделай именно так, да, наше эго. А вот нам надо причесать это эго, потому что мы можем себе навредить. Нам ведь нужно быть осмотрительным. Смотрите, мои дорогие рыбы-рыбки, у вас два волшебных аркана. С одной стороны, возможности, но как поступить? Карта в дипломатии, поэтому будьте дипломатами, раз. И второй момент, оставляйте себе пространство для маневра. Если энергетика, как у мага,
и если, может быть, и необходимо это сделать, то тогда, может, и есть те вопросы, когда словно шапку-невидимку нужно одеть и так это вот раствориться как будто, да? Или не притягивать, не привлекать к себе внимание. Вот я именно этот момент хотела подытожить или акцентировать. Но и не идти на поводу у собственных эмоций. Тут время не эмоциям, а холодной голове, аналитика. Больше про взаимодействовать. Никому не рассказать о своих тайнах, планах. Самому продумывать нужно обязательно. Но помните, счастье и удача любят тишину. Вот эти возможности, они сугубо ваши. Но, может быть, вы очень мудрые люди. Вот смотрите, вы можете видеть даже для себя какое-то продолжение или какую-то интересную тему, неважно, личная жизнь или ваши достижения. Но начните вы кому-нибудь рассказывать. А человек, ведь он все равно, даже тот, который к нам относится хорошо, он в своих энергиях. Не все способны вас полностью понять, потому что определенный уровень мудрости у каждого из нас свой. И если вы начнете, к примеру, собирать мнение, кто что думает по этому поводу, так мы так ни на что и не переключимся, и не решим, и не проясним, опять же, ничего, потому что мы будем все время зависеть от постороннего мнения. Самим холодную голову, да, такое вот трезвое аналитическое рассуждение, критическое мышление. У нас, кстати, Солнце в Деве, и 21 числа это у нас будет солнечное затмение, можно сказать, как квинтэссенция, когда, скорее всего, для вас что-то будет очевидно. Но, видимо, будьте магами и волшебниками, это правда. Вот что прояснится. Тут очень многие какие-то темы, или пусть, знаете, мои дорогие, вы решаете один вопрос, а множество каких-то других, более мелких тем, они как подтягиваются и складываются воедино в красивый узор. Для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, это очень притягательная женщина, может быть, с которой хочется быть рядом. Но все равно, тем не менее, вот такие миролюбивые энергии и энергии дипломатии, они и на вас тоже оказывают влияние, поэтому хотите решить вопрос, будьте дипломатами. Лев почему подчиняется девушке? Он не чувствует агрессии. Вот от вас тоже какого-то напора такого с агрессией не должно исходить. Я не имею в виду, что буквально какая-то агрессия, но и даже какие-то диалоги выстраиваю, понимаете? То есть вот какое-то такое среднеарифметическое, это вот будет вам скорее помогать. Ладно, 3 знака судьбы. И первый знак судьбы для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Ну, сейчас фортуна на вашей стороне. И я часто говорю, фортуна – это когда колесо фортуны, а эта цикличность идет наверх и достигает пика. Мы не должны упустить время какого-то очень благоприятного, потому что карта нам как будто подсказывает. Да, идет наверх колесо, достигает этого пика, а потом неизбежно, ну, как колесо, пойдет спад. Ну и если ты сейчас чего-то не сделаешь, не решишь, не прояснишь, то потом у тебя какие-то возможности, они ведь тоже пропадут. Ты решишься, может быть, через неделю, но, видимо, энергии периода тоже будут другие. Но, опять же, старший аркан. Как будто вам вот было по судьбе оказаться именно в той ситуации, в которой вы оказались. Второй знак судьбы, ну, тут прям девятка кубков. Иногда говорю карта эгоиста, но вообще-то это карта материального благополучия. Это может касаться прояснения жилищных вопросов, потому что часто, ну, все то, что материальное. Имущество, движимое, недвижимое, может быть и так, да? Или пусть это ваши источники дохода, откуда вы получаете деньги. Но тут как раз в сторону изобилия, процветания. Ведь это карта самодостаточного человека. Вот такой знак судьбы, колесо фортуны, именно все то, что я сказала. Сейчас идет наверх. Возможность какую-то не упустить, в том числе и финансовую. Третий знак судьбы. Выбор нужно делать. И вот смотрите, ведь эта карта иногда говорят прокрастинация или путаница. Вот путаницу мы с вами говорили об этом, причем сложные энергии такие, да? Пятерка кубков, разочарование, сожаление. А тут воодушевление по новому аркану, по нулевому аркану, это всегда хорошее настроение.
Вот вам нужно какой-то выбор делать. Мы можем оставить на потом и так и не решиться ни на что. А я бы сказала, и снова повторю, мои дорогие, вот нам иногда возможности приходят совсем не теми путями, как мы этого ожидали. И мы слишком долго думаем, может быть, нам кажется, получится, не получится, или хочется знать что-то наверняка. А вообще все наши победы начинаются, может быть, даже с каких-то и начальных промахов. Или когда мы делаем первые робкие шаги. Да, есть тот опыт, куда мы точно сами не хотим возвращаться, мои дорогие. Поэтому слушайте свою интуицию. Какая-то путаница в вашей жизни пытается сама закончиться и от вас оттолкнуться. Много старших арканов. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки. И я благодарю за ваши добрые душевные комментарии, за то, что вы смотрите мое видео, за то, что вы остаетесь со мной. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.